Всем привет! Сегодня будем обустраивать небольшой лофт. Изначально я хотела его сделать практически как бы для себя, под себя, по своим интересам, но потом со временем он превратился в что-то совершенно другое. И я, кстати, заметила, что вот эту самую квартиру очень любят все симеры, кто строит. Я не знаю почему, но она какая-то такая манящая, притягательная, хотя она немножко странная, такая квадратная, с очень высокими потолками. На ней плохо все смотрится, потому что всегда остается много-много пространства. Но я правда заметила, что очень часто именно в этой квартире что-то обустраивают. Я продолжаю свой путь с платформами, то есть я пытаюсь их одолеть, чтобы как-то это все хорошо выглядело. И, ну, я более-менее справилась, честно, я очень старалась. Потому что они вроде бы классные, прекрасные, замечательные, но как-то постоянно с ними какие-то сложности. Вот в этот раз у меня были сложности с лестницей. Причем постоянно у меня подскакивала лестница, как бы чё бы я с ней не делала, она постоянно скакала, но более-менее в целом хорошо. Единственное, что я подумала, что, конечно, жить в таком не очень удобно было бы, потому что кровать прямо напротив двери, и она прям на таком возвышении, то есть когда ты заходишь, ты видишь кровать. Но по-другому не получилось бы, потому что, ну, такое ограниченное пространство, и плюс по другую сторону этой квартиры там нельзя прям впритык ставить стенку, ну, не стенку, это платформу. Поэтому пришлось так ограничиться, но в целом очень даже ничего, как мне кажется, получилось. Почему я сказала, что я изначально типа для себя строила, ну вот как мне понравилось, как мне хотелось бы, в общем, как выглядела бы моя квартира, но тут я почему-то один цветочек, второй цветочек, пятый цветочек повесила, поставила, и это все превратилось в квартиру любительницы цветов, такого человека, который очень любит окружать себя цветами, и это, собственно говоря, вообще не я, потому что у меня даже кактус завял, в общем, умер кактус. После чего я приняла решение, что больше не буду отправлять цветы на верную смерть и перестала их заводить, приобретать. И поэтому в моей квартире есть только искусственные цветы, которые, кстати, сейчас начали делать очень качественные. В принципе, многие сорта цветов, ну, не цветов, а больше таких лиственных растений, и не отличишь. Очень часто, кстати, я тоже слышала о том, что покупали люди кактус, честно, его поливали, а потом оказалось, что это не настоящий кактус. И это достаточно распространенная проблема, потому что, ну, не то, что проблема, но, в общем, сейчас начали очень качественно это все делать, поэтому я перекинулась на искусственные растения и перестала превращать свою квартиру в кладбище засохших растений. Так вот, этот лофтик мне, конечно, в целом очень понравился, потому что я старалась его делать в определенных цветах, потому что, повторюсь, я его хотела для себя, я очень люблю светлое дерево, я люблю белый цвет, я очень люблю зеленый цвет. И я вот сначала выделяла себе эти цвета, потом я на это подзабила, потому что, в принципе, мне не нужно было для того, чтобы нормально скомпоновать всю обстановку в доме. Но потом, когда я поняла, что это не для себя, но все равно продолжала придерживаться этой же цветовой гаммы. И, в принципе, саму эту цветовую гамму, по большому счету, мне подсказали новые кухонные шкафчики, ну, или тумбочки, скорее, да, потому что там есть такая расцветка, мне она очень понравилась, и я как раз-таки, отталкиваясь от них, уже решила сделать конкретно вот эту самую квартиру. И, в принципе, эта квартира, скорее всего, на одного. Здесь есть рабочее место. Я еще поставила себе мольбертик. Спальня такая вот, самая высокая точка квартиры — это спальня. Но я немножко ее оградила так от всеобщего пространства. Единственное, что здесь за отдельной дверью и стенкой, это, конечно, туалет-ванная. Их я все-таки отделила. Но была такая мысль о том, чтобы создать квартиру вообще без перегородок, вообще вот используя только какие-то дополнительные всякие штуки. Но я еще над этим подумаю, на самом деле, нужно или не нужно воплощать. Кстати, по поводу челленджа я в прошлом видео говорила о том, что я хочу попробовать. Я немножко попробовала, пописала. Мне нужно немного времени для того, чтобы это все смонтировать, свести. И, в принципе, скоро уже будет.
Это оказалось немножко сложнее, чем я ожидала, потому что я, конечно же, здесь с вами разговариваю, а там прям, по сути, в прямом эфире ты и играешь, и комментируешь, и разговариваешь. Иногда язык заплетается, и иногда какие-то странные вещи происходят, нужно срочно реагировать. В общем, это очень захватывающий, интересный опыт. Я очень рада, что я на него решилась, но просто нужно немножко больше времени для монтажа, а сейчас просто нету лишнего времени. Так что челлендж будет, но немножечко попозже. Пока будет квартира, которая просто завалена вся цветами. В общем, я опять начала отрываться по полной программе на этих подвешенных цветах, которые в подвешенных горшках, потому что они мне так нравятся. Я просто в таком восторге. Я, наверное, была самым счастливым человеком, когда увидела их в презентации нарядных ниток, когда презентовали эти нарядные нитки, показали эти горшочки, я поняла, что все, теперь я безгранично люблю Sims, хотя нельзя любить их еще больше, чем я, но мне казалось, что я начала любить их еще больше. Так что, в общем, я их напихала очень-очень много. Еще я себя очень сильно останавливала перед тем, чтобы не повесить стандартные свои ящички, которые я очень люблю, вот как раз тумбы или тумбочки, в общем, кухонные, которые я очень сильно люблю. Я их очень часто использую, я себя за это ругаю, что мне нету разнообразия. Здесь я себя побила немножко по рукам и сделала иначе. Я другие вещи повесила. По-моему, это из набора на Сулане, который, забыла, как он называется, в общем, с отдыхом что-то связано, вот эти ящички, они, по-моему, оттуда, они, в принципе, хорошо вписались, потому что у них была очень подходящая цветовая палитра, и, в общем, мне показалось, что получилось достаточно симпатичненько. Единственное, что я не сделала здесь обеденный стол, хотя, я не очень, мне кажется, это не то, что я не очень люблю, а мне кажется, что постоянно сидеть за вот этой барной штукой не очень удобно, потому что ты не расслабляешься полностью за обеденным столом, ты постоянно немножко в напряжении, потому что у кого-то ножки не достают донизу на этих барных стульчиках. И, в принципе, как-то нет такой полноценной спинки, подлокотничков, еще чего-то. В общем, как-то, мне кажется, барные стульчики, они держат тебя постоянно немного в напряжении. Но зато, возможно, ты не переешь, потому что достаточно быстро устанешь и пойдешь дальше заниматься своими делами. Так что, не знаю, почему-то мне так захотелось побольше этих ящиков, тумбочек из нового набора. Так уж они мне приглянулись. Единственное, что я их не наполнила, потому что уже просто не было сил, и, в принципе, я их уже в стольких проектах успела наполнить, переполнить, что что-то я немножко подустала. Потому что вначале это кажется очень прикольной функцией, дополнением, что ой, как круто, можно по-своему их наполнить, но потом, когда начинаешь это делать первый раз, второй раз, третий раз, во-первых, устаешь, во-вторых, понимаешь, что то, чем наполнять, очень мало. То есть как-то они так не предусмотрели. Всего одна стопка этих тарелочек, и как бы все, то, что подходит реально. Какие-то там баночки, пару штук можно туда вместить, а все остальное большое. Постоянно приходится уменьшать, либо как-то, что оно выступает и так далее. В общем, как-то они вот эту штуку сделали, но почему-то не очень сильно продумали, как мы ее будем наполнять и чем мы ее будем наполнять. Хотя, может быть, они думали, что мы не будем наполнять. Как-то глупо, мне кажется. В общем, мне кажется, это какая-то такая небольшая прореха в этой всей истории. Не критичная, но такая. Потому что мне кажется, что оставлять полностью вот без ничего, так странновато. То есть нужно либо полностью заполнять, либо вообще не заполнять, вот как я. То есть если полностью не заполнено, то, это типа общий концепт. А не то, чтобы там всего одна стопка тарелок стоит и все, и больше ничего. Вот это, мне кажется, более странно. Еще, кстати, я из эко-жизни вот эту подставочку типа для садоводство очень редко использую, но она мне очень нравится, я постоянно просто про нее забываю. Мне кажется, в этой квартире она вписалась как родная, потому что много цветов, и нужно же место, где их пересаживать, сажать, окучивать, поливать. В общем,
проделывать все манипуляции, нужно место. И мне кажется, в общем, в этой квартире оно пришлось как нельзя кстати. Вот. Кстати, ванна у меня такая самая заурядная и простая, потому что туда, в принципе, не развернешься. Я чуть-чуть добавила цветов, но и на этом все. То есть, в принципе, надо было, наверное, ее побольше сделать, чтобы можно было как-то развернуться. Но я сделала достаточно узкой и длинной. Я не люблю такую форму, но почему-то вот сделала. Наверное, не буду больше совершать этих ошибок. Надо все-таки ее пошире делать. Поэтому, в общем, как-то мне уже я подустала на этом моменте и решила, что, будь как будет. Вот. Так что приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк, челлендж скоро выйдет. Так что мы скоро увидимся. Пока-пока.